тут немного отдохнули, не размещали видео, но шорты с увлекательными историями были. Кто пропустил, вы знаете, где их найти. Приветствуем всех, вы на канале Фарфор Европы. И давно мы с вами не посещали аукционы в Германии. А тут такая драка произошла из-за Майса. Усаживайтесь поудобнее. Только проверьте, вы подписаны на наш канал? Вам не сложно, а наша команда станет счастливее. Спасибо всем за поддержку, за лайки и за комментарии. Итак, аукцион в Германии. И первый лот – парные фарфоровые канделябры с фигурками купидончиков, пятирожковые. Основание с рокайлями с тисненным изображением купидона в окружении цветочного орнамента. Стебель поднимается, заканчиваясь носиком в форме вазы с поддоном для сбора капель. Съемная верхняя часть состоит из изогнутых рожков подсвечника, окруженных накладными цветочными усиками. Полихромная роспись с золотым декором. Высота подсвечника 50 см. Дрезден под шапель. 20 век. К сожалению, аукционный дом не показывает клейма производителя. И этот лот оценивался аукционным домом в 2200 евро, но был не продан. Да, так бывает, что какие-то лоты не выкупаются. Но мы все равно полюбуемся на красоту, сделанную дрезденскими мастерами. Лот с 3 декоративными тарелками круглой формы диаметром 23,5-25,5 см. Изящный декор с индийскими цветами, так называемый веерный узор, или мотив с камнями и птицами, индийские птицы, полихромная и пурпурная роспись, подчеркнутая золотом, клеймо в виде скрещенных мечей, Майсон, рубеж XIX и XX века. Цена молотка 150 евро. Прибавьте к этому комиссию аукционного дома 25%. Тремблёз с охотничьим орнаментом. Кто не знает, что это такое, никогда не видел, у нас есть шортс. Посмотрите, ссылочку найдете в описании. Коническое расширение чашки с 2 ручками, рельефный декор. Охотничьи мотивы по обеим сторонам чашки и в центре, включая погоню за кабанами и оленями. На фоне красочного цветочного декора изображение насекомых. Полихромная роспись с золотым ободком. Блюдце отреставрировано. Высота 7 см. Клеймо скипетра КПМ. Берлин. Конец XVIII века. Этот лот был оценен аукционным домом 720 евро, но не продан. Четвертый лот. 2 декоративные чашки с охотничьим и цветочным орнаментом. Рельефный декор в комплекте тремблёз. На корпусе чашек и в центре изображены различные сцены охоты и цветочные композиции, а также разбросаны цветы и несколько насекомых. Полихромная роспись с золотым декором. Высота 7,3 см. Частично потертый рисунок. Клеймо скипетр и частично клеймо художника. КПМ. Королевская фарфоровая мануфактура Берлин. 1820-1830 год.
На этот лот была одна ставка. Цена молотка 150 евро. Плюс 25% комиссия аукционного дома. В этом лоте 4 декоративные чашки с блюдцами, частично гладкие и изогнутые бортики. Туловый бортик украшены разнообразными рельефными декорами из листьев, ракушек, изогнутых линий. Орнамент акант окрашены в синий, желтый или розовый цвет. Богатый золотой декор. Высота чашек 7-8 см. Частично подтерты. Есть небольшие сколы. Клеймо в виде скрещенных мечей. Майсон. Рубеж 19-20 веков. Стартовая цена 280 евро. Этот лот был не выкуплен. Лот. 2 декоративные чашки с блюдцами, расписанными сценами в стиле произведений французского живописца Антуана Вато. Форма четырехлистника, ручки-ушки, украшенные рокайлем. В 4 трапециевидных полях с золотым орнаментом чередуются галантные сцены и цветочные букеты на фоне цвета морской волны. Полихромная роспись с золотым декором. Модель номер A128. Высота чашки 5 см. Клеймо скрещенных мечей. Майсон. Вторая половина 20 века. Стартовая цена лота 200 евро. Было 2 ставки. Цена молотка 300 евро. Плюс комиссия аукционного дома 25%. Было много подражателей этой формы четырехлистника и расписанных сценами из произведений Вато. Особенно ценится среди коллекционеров имитация, созданная в художественной мастерской Хеленой Вольфсон. Цены на фарфор от этой прославленной художественной мастерской можете посмотреть в наших видео. Ссылочку найдете в описании. Приглашаем, очень интересно. 7-й лот. Большая декоративная корзина со скульптурными цветами. Овальный корпус с ажурными прорезями на изогнутых ножках-ветвях, завершающийся ручками в форме ветви. Корпус в форме четырехлистника. Корпус и центр корзины украшены полихромными цветочными композициями. Золотая отделка. Дизайн Йоган Иоахим Кендлер. Модель номер C6. Корзина с частичными сколами реставрации. Клеймо в виде скрещенных мечей. Майсон. Вторая половина 19 века. Размеры 39 на 21 и на 14 сантиметров. Было сделано 3 ставки. Цена молотка 260 евро. Прибавьте к этому 25% комиссия аукционного дома. Главный лот аукциона. Фигурка большой какаду. Какаду сидит на высоком пне, украшенном цветами, с опущенной головой. Рельефное натуралистичное оперение подчеркнуто оранжево-красным цветом. Полихромная роспись. Автор рисунка Йоган Иоахим Кендлер. Модель номер 1778X. Клеймо в виде скрещенных мечей. Майсон. Около 1924-1934 годов. Высота фигурки 36,5 см. Фигурка представлена в каталоге Майсинской фарфоровой мануфактуры за номерами 57A
PB. Альбикер, иллюстрация 99F. Провинанс из крупной частной коллекции в Северной Германии. За фигурку была нешуточная борьба, мы бы даже сказали драка. Сделано 11 ставок, цена молотка 1200 евро. Прибавьте к этому 25% комиссия аукционного дома. Аукционный дом предлагает ознакомиться с тарифами доставки. Расчетная стоимость доставки по Германии 27 евро с НДС, по Евросоюзу 40 евро с НДС, по всему миру 90 евро с НДС. Возможно дополнительное страхование доставки. 9 лот. Статуэтка в стиле модерн. Девочка с козой. Девочка в платье в коричневую полоску стоит на круглом основании с рельефным изображением цветочной лозы и накладными цветами. Пытается отогнать жадную козу, которая карабкается к ней за сорванным букетом первоцветов. Дизайн Эриха Хёзеля, 1905 год. Модель номер V114. Клеймо в виде скрещенных мечей Майсон около 1935-1945 годов. Высота 18 см. Незначительная реставрация. Провинанс из крупной частной коллекции в Северной Германии. За эту фигурку было сделано 12 ставок. Цена молотка 750 евро. Плюс 25% комиссия аукционного дома. Пишите, какой лот вам понравился больше всего, какая цена удивила. Очень интересно ваше мнение. 10 лот. Фигурка мужчина с тростью, также из крупной частной коллекции в Северной Германии. Молодой мужчина в костюме в стиле Бидермайер и черной шапке двууголки стоит на профилированном круглом постаменте. В правой руке он держит ларнет, а в левой – трость. Полихромная роспись с добавлением золота. Автор Якоб Унгерер. Около 1880-1882 годов. Модель номер М133. Реставрирована. Клеймо в виде скрещенных мечей Майсон. Около 1880-1923 годов. Высота 25 см. Имеет парную статуэтку «Дама с веером», модель номер М134, на данном аукционе не представлена. Цена молотка 300 евро, плюс 25% комиссия аукционного дома. Еще одна фигурка из крупной частной коллекции в Северной Германии. Аллегорическая фигурка из пух. Незначительная реставрация, незначительные сколы, клеймо в виде скрещенных мечей, Майсон, конец XIX века. На овальном основании, покрытом скульптурными цветами и соцветиями, в динамичной оживленной позе стоит женщина в сопровождении ребенка, который испуганно цепляется за ее ногу. Их лица испуганы, взгляды устремлены в землю. Полихромная роспись с золотым декором. Автор Иоганн Даниэль Щоне. Модель К-57. Без подписи. Высота 21,5 см. Было сделано 8 ставок. Цена молотка 650 евро. Плюс 25% комиссия аукционного дома. 12 лот. Статуэтка в стиле модерн. Девушка с граблями. Девушка стоит на прямоугольном постаменте, сгребая листья граблями. На ней юбка серо-бежевого цвета и светло-голубая блузка в белый горошек.
Волосы заплетены в косу, закрепленную синим бантом. Полихромная подглазурная роспись. Дизайн Макс Герман Фриц. 1907 год. Модель X182. Клеймо в виде скрещенных мечей. Высота 23 сантиметра. Майсон около 1935-1945 годов. Имеется печная трещина. Провинанс из крупной частной коллекции в Северной Германии. Было 11 ставок на эту статуэтку. Продана она за 800 евро плюс 25% комиссия аукционного дома. Еще одна фигурка Майсон, вторая половина 19 века. Высота 15 сантиметров. Аллегорическая фарфоровая группа фигурок, изображающая осень из серии «Времена года». Мальчик сидит на плоском каменном основании, держа в обеих руках грозди виноградных листьев и ягод. Рядом с ним стоит девочка в круглой шляпе и струящемся фартуке с графином и кубком. Между ними корзина, полная темного винограда. Полихромная роспись, золотая отделка. Небольшие сколы, модель F92. Дизайн Мишель Виктор Асье. Клеймо в виде скрещенных мечей. Сделано 3 ставки. Продана за 260 евро плюс 25% комиссия аукционного дома. Парные фигурные подсвечники. Однорожковые. Аллегория времен года. Стержень в форме спирали, окруженный скульптурными цветочными завитками, возвышается над четырехгранным основанием с носиком в виде вазы над восколовкой в форме листа. На лицевой стороне изображены 2 сидящие девочки с венком из цветов и корзиной цветов, или скорее с пучком колосьев и серпом, как аллегория весны и лета, и 2 мальчика с кубком вина и венком из виноградных листьев, или скорее с меховым плащом, как аллегория осени и зимы. Красочный разбросанный цветочный декор в полихромной росписи. Богатая золотая отделка. Дизайн Эрнст Август Лойтериц. Модель номер И-129. Без маркировки, отреставрированы, слегка повреждены. Высота 32 сантиметра. Клеймо в виде скрещенных мечей. Майсон около 1900 года. Подсвечники представлены в Королевском саксонском каталоге. Майсонская фарфоровая мануфактура. На странице 45 номера И-128 и 129. Провинанс из крупной частной коллекции в Северной Германии. Было сделано 5 ставок. Цена молотка 650 евро. Не забудьте прибавить к этому 25% комиссии аукционного дома. 15-й лот. Фигурка дама с муфтой. Дама в стиле рококо стоит на круглом основании с ракальным тиснением, в полосатом платье с меховой накидкой и держит в руках муфту и письмо. Полихромная роспись с золотым декором. Дизайнер Мишель Виктор Асье. Модель D66. Высота 20,5 см. Клеймо в виде скрещенных мечей. Майсон. Конец XIX века. Фигурка продана за 260 евро плюс комиссия аукционного дома 25%. Пишите, какой лот понравился вам больше всего. Встречаемся в комментариях. Не забудьте подписаться. Впереди у нас много интересных барахолок,
из разных городов, из разных стран, распаковки, аукционы, музеи, много всего интересного. Встречаемся на канале «Фарфор Европы». Пока!